может быть аномальнее Бермудского треугольника? Как только человек начинает сталкиваться с чем-то непостижимым, незнакомым, с призрачностью, существованием чудес, чего-то совершенно нереального, он обращает свои взоры на ту точку планеты, где происходили тайны. И, конечно, Бермудский треугольник здесь по праву занимает первое место, ибо больше, чем в этой зоне таинственных исчезновений кораблей, таинственное приближение призраков, различных свечений, неопознанных летающих объектов, радуг, такого свечения, которые могут быть и вертикальные, и горизонтальные, и крючкообразные. Ну, Бермуда – это чудо. В общем, в это чудо надо было отправиться. Естественно, я в него отправляюсь. Сначала выясняю, где же находится этот Бермудский треугольник. И, конечно, его размеры достаточно велики. Это большой размер океана, в котором размещаются острова. И внутри этого океана есть море, которое не имеет берегов, которое мы еще в школе изучали. Это был такой контрольный географический вопрос. И, затаив дыхание, отвечали Саргассово море, которое все состоит из водорослей. Я уже подумала, как же мы поплывем, ведь это если водоросли, это же винты корабля, но это будет что-то невозможное. Но, тем не менее, как только предоставилась такая возможность, так тут же я улетаю в Нью-Йорк. Из Нью-Йорка нужно было перемещаться сразу на различные острова. Выбирается, естественно, самый комфортный транспорт, на котором можно перемещаться, и я отправляюсь в круиз. Сразу же при встрече еще с нью-йоркской группой, при встрече с людьми выясняется, что есть некие закономерности неслучайностей. И всю эту поездку я назвала законом неслучайностей. Все, что происходит, всегда взаимосвязано, но тщательность этой связи можно рассмотреть только или на расстоянии, или полностью погрузившись в ту атмосферу, в которой все и осуществлялось. И уж если в этом Бермудском треугольнике существуют корабли-призраки, то, конечно, нужно было отправляться в круиз на корабле. И уж если там было небольшое количество участников, их должно быть мало. Если что-то терялось навсегда, значит, нужно было иметь что-то, что можно потерять и никогда об этом не пожалеть. И если там приходили призраки, которые давали воображению игру, то нужно было найти ту игру, которая бы заинтересовала. Итак, какая игра может заинтересовать? В конечном итоге существует всегда две игры и два игрока. Один игрок называется карма, другой игрок называется судьба. Что делает судьба? Судьба всегда дает информацию в квадрате, а значит, мозг начинает работать достаточно импульсивно и быстро. А что такое карма? Она дает энергию в квадрате, и такая пойдет развертка. Вот откуда радуги. И, конечно, когда видишь сразу 11 радуг, одна радуга вертикально стоит, вторая радуга горизонтально лежит, третья радуга изогнулась наполовину, а четвертая направляется вообще к тебе по какой-то неимоверной дистанции, то начинаешь так задумываться, а где же они законы мироздания, когда четко знаешь, что радуга возможна, если Солнце под 52 градуса устремилась навстречу каплям, и только тогда будут радужные аспекты, а здесь тебе, пожалуйста, радуги, которые ведут себя, как им заблагорассудится, и живут сами своей жизнью. А затем, как только мы оказались в Саргассовом море, это же невозможное состояние. Вы представьте себе, 2 часа ночи. Я бушу всю свою группу сопровождения и говорю, нам нужно сейчас выйти на палубу, просто
вы увидите то, что не забудете потом никогда. Мы выходим на палубу, и представьте себе, есть такая полоска, по одну сторону все в тумане, по другую сторону полная прозрачность. Корабль идет посредине, и со стороны тумана начинают светиться из самого океана огромные-огромные объекты, а по другую сторону, где пустота, падают звезды. Причем это слабо можно сравнить с метеоритным дождем. Это же такое падение, что видно огромный-огромный след. Это же болиды. И вот отсюда подсвечивают огромные-огромные светильники из моря через призрачный туман. А с этой стороны падают и падают болиды, оставляя огромный след на небе. И мы посредине, по этой границе, тут себя начинаешь ощущать в некой смещенной реальности. Хорошо, что ты не один, можно подержаться за окружающих и спросить, а вы видите то же самое? Оказывается, да, они видят то же самое. Оказывается, они подтверждают. Вот она тайна аномальной зоны, вот она тайна Бермудского треугольника. А дальше только осталось спросить, а как это будет проявляться? Какой игрок в этот момент выиграет, карма или судьба? Что же будет и какие будем мы? И перед тем, как отправиться в это путешествие, мы идем на мюзикл, который потом один в один материализует героев на этом корабле. Они такие же, они так же выглядят, они ведут такой же образ жизни. И если в мюзикле был этот англичанин с большими ушами, то здесь вас встречает такой же англичанин с такими же большими ушами. Более того, он как приклеенный ходит за вами, пока вы с ним не познакомитесь, не поговорите, он никуда отсюда не уйдет. Если в этом мюзикле танцевали люди достаточно важные и делились на две группы. Одна группа нежная, мелодичная, утонченная, и другая группа, мне даже не хочется эти слова произносить, очень часто такие азартные игроки, которые пытаются кого-то обмануть, куда-то затянуть. И вот они здесь, такие же женщины, такие же мужчины. Снова какая-то мистика, мистификация. Ведь не могли же так все собрать на этом круизе всех героев из этого мюзикла. Однако это происходит. Дальше, когда начинаешь идти среди этих людей, ты понимаешь, то ли у тебя дежавю начинается, что ты их уже видел где-то и знаешь. Так ведь они какие активные. Они же начинают тоже к тебе подходить, приближаться. Они начинают брать тебя за руки, пытаются с тобой познакомиться, спрашивают, откуда ты. И в основном нас сопровождают американцы и англичане. А кто, как не они, завоевывали новые земли, а кто, как не они, создавали колонии именно на Бермудах, и кто, как не они, задавали культуру жизни и общения в этих странах.